Привет! В начале 2024 года LEGO и Hasbro вернули магию фэнтезийных настольных игр, представив набор «История Красного Дракона» по мотивам игры «Подземелья и драконы». И вот осенью этого года вышла уникальная 27-я серия минифигурок LEGO, которая понравится поклонникам Dungeons and Dragons. Она включает 12 фантастических персонажей из игры, которые созданы для истинных коллекционеров. Каждая фигурка упакована в отдельную коробку с возможностью сканирования QR-кода для сбора всей коллекции, аналогично 26-й серии. Не забудь поставить лайк этому видео и подписаться на наш канал. И давайте перейдем к распаковке первой коробки. Внутри каждой коробки находится буклет с изображением всех персонажей, а также инструкция. В этой серии мы видим кастомные пластины. Они имеют каменистый узор, похожий на булыжник, который также может служить дорожками для ходьбы минифигурок, что очень круто и полезно. Первый наш персонаж – Пожиратель Разума. Ловцы разума – ужасающие существа, наделенные невероятными способностями, которые дают им возможность порабощать разум низших существ. Фигурка имеет потрясающую новую литую голову с удлиненным черепом и фирменными щупальцами вместо рта. Голова Пожирателя Разума особенно впечатляет, так как с определенных ракурсов она очень похожа на кальмара. Минифигурка одета в элегантную черную одежду с принтами на руках, спине и даже по всему платью. LEGO также добавили милую и приятную на ощупь собаку Мозг, известную как Пожиратель Интеллекта. Эти четвероногие мозги, обожающие поглощать разум и воспоминания других существ, а затем захватывать контроль над их телами, идеально сочетаются с ловцами разума. И что особенно здорово, мозговая собака выполнена в виде шляпы, которая прекрасно подходит для стандартной головы минифигурки. Во второй коробке нам попался гном-варвар. Гномы и варвары являются основными персонажами фэнтезийного жанра Dungeons and Dragons. Также некоторые персонажи имеют две разные головы, мужскую и женскую, что невероятно круто, поскольку можно настраивать пол своих персонажей. Плюс у каждого из них есть своеобразное и уникальное двустороннее лицо. У гнома-варвара оранжевые волосы и коричневая кожа. А также один из самых симпатичных вариантов головы с бородатым мужчиной и покрытой боевыми шрамами женщиной. Женственный парик и бородатая мужская голова – великолепное сочетание, которое обыгрывает традицию фэнтези о гномах, а именно это различает гномов-мужчин и гномих женщин по бородам. Самый выдающийся аксессуар – это новый двухсторонний топор гнома-варвара. Печать на спине особо хороша благодаря рогу, свисающему сзади. Минифигурка базовая, но имеет действительно красивую печать на торсе и руках. В третьей коробке нас встречает драконорожденный паладин. Голова минифигурки выполнена в новом жемчужно-золотом оттенке, что подчеркивает детали дракона. Четкие принты и уникальный чешуйчатый узор на лице придают ей оригинальность. Драконорожденный паладин поставляется с потрясающим новым нагрудником, который является одним из самых сложных элементов брони, сделанной LEGO для минифигурки. Он имеет встроенные наплечники и принты спереди. У паладина невероятно детализированная печать даже под нагрудником, а также боковая печать на руках и ногах, что завершает весь образ. В качестве аксессуаров паладин поставляется с классическим посохом и щитом. Кристалл на верхушке посоха – это кристалл Чима, окрашенный в сатиновый оттенок, который выглядит просто великолепно. Щит украшен эмблемой Бахамута, бога дракона правосудия, что идеально отражает стремление паладина к справедливости и добру. Четвертая коробка – друид-полурослик. Полурослики наиболее известны как приветливый и жизнерадостный народ. Они дорожат семьей, домашним уютом и дружбой. Минифигурка носит крутой двухцветный плащ с краями в виде листьев, что является одним из самых уникальных дизайнов плаща. У друида невероятно крутой темно-зеленый капюшон с прикрепленными к нему рогами. Рога сделаны из мягкого резинового пластика, поэтому немного гибкие. Наряд друида включает элементы природы, такие как ожерелье из перьев и пряжка из кости, а также сумку и мешочек. Аксессуары друида имеют лаконичный, но выразительный вид. Посох украшен листьями и цветком, а маленькая коричневая птица, сидящая на его вершине, имеет детализированную печать. У минифигурки две головы – мужская и женская с двумя различными выражениями лиц.
9-я минифигурка Гид Чернокнижник. Гид – это раса гуманоидов, которые были порабощены ловцами разума. Гид Чернокнижник имеет цветовую гамму, напоминающую стиль Доктора Стрэнджа, с интересными деталями, такими как амулет, красный пояс с сумкой на застежке в виде луны, а также, как я полагаю, камни передачи. На спине изображены принты ключа и 2 бутылочек. Интересно, что Лего выбрал стандартный желтый оттенок для этой минифигурки, который выглядит несколько необычно на фоне других, более натуральных оттенков кожи в наборе. Из аксессуаров есть посох с большим глазом на конце, а также совершенно новый кинжал, который выглядит круто. В комплекте также входит запасной кинжал, так что при желании вы сможете использовать оба оружия одновременно. А вот взгляд на женский пол и ее выражение лица. Мне нравятся тонкие отметины на лице чернокнижника, они добавляют таинственности. Следующий персонаж – Тифлинг-колдун. Тифлинги – популярная раса в Dungeons & Dragons, известная как люди, заключившие сделки с дьяволами. Тифлинг-колдун обладает всеми характерными чертами дьявольской природы, а именно темно-оранжевыми рогами, которые соединяются с накладкой для волос, и оранжевым хвостом. Минифигурка одета в фиолетовую мантию с действительно изысканными принтами на руках и ногах. Я в восторге от совершенно нового дракончика, который выглядит феноменально. Фигурка дракончика стоит прямо и имеет большие крылья. У него идеально отлитая голова. Тифлинг поставляется с новым элементом заклинания с 3 зубцами в прозрачно-розовом цвете. Как и у других игровых персонажей, у него есть выбор между мужской и женской двусторонними головами, что очень приятно. Темно-оранжевый цвет лица Тифлинга придает минифигурке довольно уникальный вид. В 7-й коробке Ааракокра Рейнджер. Это раса птицеподобных людей, которые имеют специализацию следопытов и являются воинами дикой природы. У рейнджера потрясающая голова орла, которая очень напоминает орлиное племя из Чимы. Литье и принты тоже очень хороши, и мне нравится стальной взгляд Ааракокры, полной решимости и сосредоточенности. Торс минифигурки выглядит великолепно, ступни украшены напечатанными когтями. Еще одним замечательным и полезным новым аксессуаром являются пернатые крылья. Они сделаны из твердого пластика и имеют агрессивное положение с заостренными концами, а детали пера проработаны действительно красиво. Последняя и интересная деталь, которая почти не видна, это рисунок на спине рейнджера, на котором изображены небольшая сумка и кинжал. Аксессуаром минифигурки является милый серый щенок. В следующей коробке Страхт фон Зарович, один из самых знаковых злодеев Dungeons & Dragons, темный лорд вампиров из модуля Равенлофт. Страхт – могущественный некромант и воин, правящий областью Боровия. Он выглядит как классический лорд вампиров с длинными черными волосами, зловещими красными глазами и бледно-серой кожей. Торс и ноги минифигурки очень детализированы, и мне очень нравится цепь, благодаря которой создается впечатление, будто его темно-синий плащ пристегнут к его телу. А вот и взгляд на альтернативное лицо, где он обнажает свои острые вампирские зубы. Его меховый наплечник распространяется также и на спину. Аксессуары Страхда немного просты: широкий меч, хрустальная чаша и зловещая черная крыса с красными глазами. 9-я коробочка Эльфийский бард. У минифигурки красивый вид, белый парик, к которому приросли острые эльфийские ушки. Эльфийский бард дебютирует с совершенно новым шарфом яркого оттенка мадженты и красивым бирюзовым жилетом с золотым акцентом в типичном эльфийском стиле. Мне очень нравится принт на ногах барда. Тут изображены ботинки, а также кошелек для монет, висящий у него на поясе. В комплекте с бардом идет жемчужно-золотой абордажный меч. Но главным аксессуаром является его лютня, которая обладает великолепным и детализированным дизайном. Золотые линии очень хорошо сочетаются с мотивами дизайна на жилете барда. Мне очень нравится альтернативное выражение его лица. У женщины барда даже блестящие губы. Лютня и пурпурный шарф объединяют весь образ, и это бесспорно крутая минифигурка. В 10-й коробке нам встречается Дама Боли.
Невероятно могущественная леди Боли – правительница Сигела. Это довольно загадочная фигура, о происхождении и истинном предназначении которой известно очень мало. Мини-фигурка выглядит внушительно благодаря своей маске, которая выполнена из мягкого резинового пластика, что несколько разочаровывает, поскольку обычно головные уборы изготавливаются из твердого пластика. Но мне очень нравится золотая маска и то, как золото распространяется на некоторые внутренние лезвия. У нее есть оранжевое платье с новой тканевой накидкой, которая разделена на 4 части. Леди Боли часто описывают как парящую над землей, поэтому мини-фигурка оснащена прозрачным круглым кирпичом 2 на 2, чтобы создать иллюзию левитации. Аксессуаром леди Боли являются кубические врата. Легендарный магический предмет, который может переносить в другие измерения. Вам интересно, что у нее под маской? А тут просто черная голова мини-фигурки. Из всех мини-фигурок этой серии Леди Боли, несомненно, является одной из самых необычных на вид и производит очень сильное визуальное впечатление. 11-я коробочка – это Сзаз Тем. Сзаз является самым могущественным из красных волшебников Тея и командует огромными армиями. Тем выглядит потрясающе в зловещей красной мантии, и мне нравится, что у него также обнажена грудная клетка. Мантия Тема довольно симпатичная, с деталями на спине и юбке, хотя на руках принт тоже не помешал. Фирменный аксессуар – невероятная голова мини-фигурки Лего Скелетон в прозрачном красном цвете. Скелетон Лего – это элемент, который почти всегда встречается в белом цвете. И вот спустя 35 лет после дебюта скелета в Lego Pirates у нас в руках красный полупрозрачный череп. Просто фантастика! В последней 12-й коробочке Таша – королева ведьм. Одна из самых легендарных злодеев Dungeons & Dragons. Таша часто характеризуется как эгоистичная, злая, магическая личность с огромными силами. Готический стиль злой ведьмы немного изменен. Версия от Lego выглядит несколько более детской и менее устрашающей, чем тот образ, к которому привыкли многие фанаты Dungeons & Dragons. Но Таша все равно сохраняет свою уникальность. У нее есть шляпа ведьмы, которая слита с ее длинными оранжевыми волосами. У мини-фигурки очень детализированный принт на торсе, руках и ногах. И у нее 3 пояса. Ее альтернативное лицо, на котором она истерически смеется, вероятно является отсылкой к ее фирменному ужасному смеху. Ее аксессуары довольно посредственные. Котел с розовым пламенем и книга заклинаний. Мне бы хотелось, чтобы у нее было больше интересных аксессуаров и чтобы она выглядела более могущественной и внушительной, как и подобает королеве ведьме. Компания Lego превзошли все ожидания, выпустив серию мини-фигурок Lego Dungeons & Dragons. Это исключительная коллекция, которая сразу же зарекомендовала себя как одна из лучших когда-либо созданных. Даже если вы не являетесь поклонником Dungeons & Dragons, в этой серии найдется много интересного, особенно если вам нравится средневековое фэнтези. Набор полон невероятных новых элементов, детализированных мини-фигурок и полезных аксессуаров. От впечатляющего нового оружия и доспехов до наличия двухсторонних голов для мужских и женских персонажей, в этой серии действительно много ценного. Эта серия мини-фигурок наглядно показывает, как хорошо сочетаются бренды Dungeons & Dragons и Lego. И как Lego известные персонажи превращают в мини-фигурки. Это действительно отличная коллекция. Всем спасибо, что досмотрели этот обзор до конца. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры. И всем пока!